Всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня я хочу вам подарить удивительный, интересный ритуал из серии «Заговоры и ритуалы великих мира сего». Я дарила достаточное количество ритуалов и заговоров, которыми пользовались люди, достигшие власти, славы, богатства, то есть сильные мира сего, великие мира сего. И эти ритуалы, многие из них, я находила в архивах, в исторических книгах. Самое интересное, что другие на это не обращали особого внимания, поскольку это для них не являлось исторической ценностью, скорее какая-то там часть быта этих королев или императоров. А для меня, как для человека, который занимается магией, это сразу бросалось в глаза. Может быть, мне приводили силы, специально, нарочно приводили эти работы для того, чтобы я их заприметила, чтобы, скажем так, улучшила и передала дальше или для себя использовала. Как бы там ни было. Но одно время мне огромное количество передавали ритуалов, скажем, в таком сыром виде, грубо говоря, недоработанном. Некоторые напрямую отправляли и говорили, что там делалось, как, что нужно делать. Это редкие работы, которые нигде нет, нигде вы не найдете. Поэтому, поскольку я их дорабатываю, улучшаю, естественно, это авторство мое. Вот эту работу мне тоже передали люди, которые работают в европейских архивах. Это было где-то 8 лет назад. Я надеюсь, что они услышат меня, может, напишут. Я не буду называть их имена, поскольку они действующие там работники архивов. Ну, мало ли, может быть, запрещено, скажем так, разглашать определенные тайны, потому что там очень много летописей и книг, о которых не принято говорить, или, по крайней мере, поверхностно только рассказывается. И мне передали, сказав, что, может быть, мне будет интересно. Ритуал на латыни, которым пользовалась одна из французских королев, которые прозвали в дальнейшем французской волчицей. Это Изабелла Французская, дочь Филиппа Красивого или Филиппа Молчаливого, французского короля. Эта женщина всегда побеждала. Мало того, что у нее был железный характер, но так уж получалось, что при абсолютно слабом муже, который мог в 2 счета проиграть своим соперникам и погибнуть, их могли очень легко убить, уничтожить, тем более у короля были родственники, которые могли занять трон и были более достойные претенденты на трон. Эта женщина, невзирая ни на что, продержалась на троне. И многие говорили, что это заслуга ее бабушки Эльжбеты Польской, а именно Елизаветы Польской, если уж на европейский лад, и что она занималась колдовством. И все их, то есть их семье оставила свои архивы, свои старинные книги, которыми пользовались и ее сноха, и ее дочери, и ее внучки. Потом определенные заговоры стали выплывать. В частности, этот заговор описывается таким образом, что слуга, который зашел без предупреждения, увидел ее, еще одну таинственную женщину, за огромным черным алтарем,
где были красные свечи, красное вино, различные камни, и они что-то говорили на латине. Позже, когда в ее письмах, в ее архивах, то есть начали проводить определенные работы, как бы на этот рассказ никто не обратил внимания, поскольку подумали, что, быть может, это какой-то там религиозный был обряд, ну, мало ли женщины там гадали на суженого. А потом нашли определенные заговоры, определенные обращения на латине. И когда начали интересоваться, оказалось, что это древний латинь, то есть этим уже и не пользуются, хотя он напоминает современный где-то итальянский. И это заговоры. Достались ли они от бабушки, как говорили ее оппоненты, что она ведьма? По сути, каждую сильную женщину называли ведьмой. Или ей подарил кто-то. Но факт остается фактом, что вот такое вот сочетание свечей, камней, алтаря, вина, распущенные волосы, какое-то непонятное их состояние, которое там застал слуга и испугался. Но если сопоставить факты и понять, что эта женщина всегда побеждала и никогда не выходила из положения побежденной, начинаешь приходить к выводу, что некая сила все-таки ей помогала. Единственное, кому она не навредила и против кого она не пошла, это был ее сын. Когда ее сын занял престол, она против него ничего не сделала, хотя он обидел ее как мать, но до конца своей жизни она прекрасно жила, хоть и не вмешивалась в политическую жизнь страны больше, но имела свою власть, имела свои владения, ей назначили содержание, она жила в достатке и точно так же, то есть до глубокой старости спокойно умерла, никто ей ничего не сделал, и теперь она помогала сыну достичь власти. Ее сын 50 лет правил и один из успешных королей Франции. То есть есть чему научиться у этой женщины? Наверняка есть. И вот этот секрет, если это был один из ее секретов, потому что несколько там ритуалов, я один выбрала. Если один из ее секретов помогал ей достичь такого успеха, то почему бы нам не воспользоваться этим? Естественно, там подробного описания нет, но я, скажем так, улучшила этот ритуал, я доработала. И поскольку ее называли волчицей, здесь фигурируют волки. Это не обязательно для вас. Просто у меня творческие алтари, творческий подход к моей работе. Но вам нужны будут красные свечи. Одна свеча для освещения, для декорации обычная, парафиновая. 3 восковые обязательно свечи. Камни, черный алтарь и красное вино. И произносить на латыни этот заговор 13 раз. После того, как вы выиграете суд, либо расправитесь со своим конкурентом, либо, скажем так, перестанет к вам приставать кто-то из ваших коллег, надоедать, там, портить жизнь и так далее. Когда у вас все получится, покупайте красное вино, берете мелочь, 13 штук, и идете в лес, либо в лесопарковую зону. Выливайте немного вина под деревом, оставляйте 13 монет и говорите «откупаюсь» и уходите. Но прежде чем вам подарить этот ритуал, я хочу вам рассказать немножко о жизни Изабеллы Французской, которую прозвали французской волчицей, чтобы вы поняли, насколько это была сильная личность и почему стоит делать ритуалы таких сильных людей. Поскольку если они ей помогали и потом в дальнейшем помогали ее сыну, ее внукам, поскольку от нее династия пошла сильных королей, и все были успешны и сильны, значит, эти знания действительно что-то значили. И это не просто было женское баловство, а реальная сила, которую они призывали. Итак, начнем. Итак, друзья мои, призывала Изабелла
некую силу, как она называла древнего воина. Магна Беллатор. Но прежде чем о нем рассказывать, немного поговорим с вами именно о ней, о ее личности, о ее жизни и о том, что пришлось этой красивой и сильной женщине пройти. Она являлась дочерью французского короля Филиппа Молчаливого или Филиппа Красивого. Родилась она в XIII веке и была сосватана английскому королю Эдуарду II. Ей было 12 лет, когда она отправилась, как молодая невеста, в Англию и стала супругой английского короля. В те времена, на самом деле, династические браки заключались, и это было нормой. И женщины выходили не за мужчину, а за его трон, за его положение. Это было вполне нормально, поэтому особо каких-то там великих дел от нее никто не ожидал. Ее основная задача – это родить наследника и усилить французский трон, чем, собственно, она и занялась. Однако ее ждал сюрприз, потому что оказалось, что у короля есть не возлюбленная, а возлюбленный. И в день свадьбы ее место занимал человек по имени Пьер Гавестон. Это был любовник короля, очень близкий, приближенный человек королю, который, собственно, и занимал супружеское ложе. Она жаловалась отцу, пыталась вернуться во Францию, но отец сказал: я выдал тебя не за мужчину, а за французского короля, поэтому терпи и живи с ним. Ей пришлось терпеть и жить с ним. И вот с 12 лет у нее формируется сильный характер. Если бы она родилась мужчиной, быть может, история Франции совершенно по-другому бы осталась в веках. Но так уж получилось, что Изабелла была женщиной. Но такая женщина стоила сотни мужчин. Изабелла долго терпела этот любовный треугольник. Ей пришлось унижаться, ей пришлось терпеливо ждать своего времени, своего часа. Пьер Гавестон был очень наглый человек, вмешивался в политику, очень многое портил в государстве, и в конце концов знать не выдержала, и началось восстание. Один из родовитых князей, Ланкастер, схватил его и обезглавил. Король бежал на юг. Через некоторое время, расправившись с ним, они вернулись обратно, обратно на трон. В этот момент Изабелла борется за положение своего мужа. Как бы она ни была зла на него, в любом случае она понимает, что от его положения зависит положение ее и ее детей. Думая, что наконец-то избавилась от своего соперника, она начинает собирать вокруг себя единомышленников. Но не тут-то было. Король находит нового любовника, Диспенсера. Диспенсер составляет опять часть их любовного треугольника. Изабелла вновь терпит, и слабовольный король, абсолютно трусливый человек, за которого она часто принимала решения, опять выходит победителем из этой истории. То есть, на удивление знати, что бы с ним ни делали, в любом случае не могут с ним расправиться, никак не могут ничего с ним поделать. Однажды так получается, что во время путешествия, устав
с дороги, она подходит к замку Лиц и просит ночлега. Принимать королеву у себя было великой честью. Но так уж получается, что хозяин этого замка был один из мятежников. Его не было на месте, а его супруга испугалась пустить королеву к себе на ночлег, чем очень сильно ее оскорбила. И оскорбленная королева приказывает взять замок силой. Из стен замка начинает стрелять из луков и убивают ее людей. В ярости она возвращается обратно. И как раз был такой момент и, скажем так, повод расправиться с мятежниками. Эдуард II отправляет войско. Замок был взят. Всех женщин, детей отправляют в тюрьмы, а мужчин вешают. То есть Эдуард II начинает вести политику абсолютной тирании, поняв, что ему сходит с рук, причем он не может понять, почему ему сходит с рук постоянно. Видимо, он не понимает, что его жена и сила этой женщины, мистическая ли сила, колдовская ли, или политический ум, в любом случае, все время оберегает его и дает возможность маневрировать и избегать серьезных опасностей и капканов. Начинается очень страшная политика репрессий и террора по отношению к своему народу. И огромное количество людей оказывается в тюрьмах, и замки, имущество забираются королевской семьей. Изабелла поддерживает мужа, помогает ему, но через некоторое время она сама восстанет против него, потому как с ужасом поймет, что она скоро сама станет жертвой его тирании. Он поверил в себя, он поверил в свою безнаказанность, и потому будет творить все, что желает. Гасконь, которая была часть Франции когда-то, входила в состав Англии. Франция требует Гасконь обратно. Французская армия двигается к Гасконь, городу Гасконь. И, естественно, Эдуард в ярости. В этой ярости он приказывает всех французов заточить в тюрьмы. Женщин и детей, всех, кого угодно. А Деспенсер, его любовник, отбирает детей у Изабеллы, а саму, значит, закрывают в замке. У королевы нет выбора, ей некуда деваться. Она просит мужа назначить ее послом во Францию. Говорит, что она поедет к брату, который уже царствует, к тому времени отец уже умер, что она поедет к брату и попытается их помирить, попытается найти точки соприкосновения. Король на это соглашается и отправляет ее во Францию. Действительно, она убеждает брата не воевать с мужем, и через некоторое время просит мужа отправить сына в Париж для того, чтобы якобы договориться, для того, чтобы показать наследника и навечно подписать мирный договор. И когда сын прибывает в Париж, она остается вместе с сыном там и не возвращается. Муж начинает всячески требовать ее обратно домой вместе с наследником. Однако он не понимает, что его супруга уже стала абсолютно независимым игроком на политической арене Европы. И ее острый ум понимает, что единственный выход сейчас отобрать престол – это выгодно женить сына на родовитой, скажем так, принцессе. Что, собственно, и происходит. Происходит обручение наследника и дочери графа Геннигау Филиппы. Филиппа получает приданые корабли и армию. И вот с этими кораблями и армией она
возвращается в Англию, чтобы отобрать престол у своего мужа. Собственно говоря, она его одолевает. Муж отрекается от престола. И его в последующем казнят. Не объявят причину смерти, но казнь произойдет. И казнят вместе с ним и его любовника Диспенсера. Собственно, казнят очень страшно. Там потрошат, чуть ли не на части разрывают. Но до того, как она отбирает престол у мужа, она знакомится с человеком, который был мятежник, убежал от ее мужа. Это Роджер Мортимер, который, собственно, помогает ей и завоевать престол, и править. Правда, в итоге многие говорят, что она сама его отправила на казнь, якобы сын это сделал, но она сама его подтолкнула. Версии разные. Но факт в том, что эта женщина, всегда побеждавшая, после помогала сыну править и до конца своей жизни прожила как мать короля, то есть королева-мать, ни в чем не нуждаясь. Разные источники пытаются приписать плохие отношения между сыном и матерью, но таких фактов, подтверждающих, нет, поскольку если бы были плохие отношения, она бы не жила как одна из самых богатых женщин во Франции, согласитесь? В любом случае это означает, что она смогла подчинить себе и волю сына, и, собственно говоря, обезопасила его в том числе, и он был весьма успешный король. Во-первых, остроумие, разум матери, политический ум матери и ее поддержка, помощь, в том числе та, которую она унаследовала от своей бабушки. Итак, зажигаем восковые свечи и читаем 13 раз. Нужно слегка пригубить вино и оставить до утра, утром вылить. Но учтите, этот ритуал нужно не просто так брать и делать, а когда действительно реально вам очень нужна помощь и очень нужен тот дух, та сила, которая придет и будет за вас сражаться в любой вашей войне, в любом сражении. Сражаетесь вы за наследство, за сына, отстаиваете свое право где-то. То есть пользуйтесь подобными сильными ритуалами очень бережно и рассудительно, не просто там, когда вам захочется. Это не наказание врагов, это ритуал победы, победоносный клич. То есть просить победы, просить, чтобы некая сила сражалась за вас и помогала вам одержать победу. Итак, Магна Беллатор. Насколько я знаю, это великий воин переводится. Смысл в том, чтобы вызвать дух великого воина, который поможет вам в вашем сражении. Точно так же, как помогал этой женщине достичь успеха во всем, во всех ее начинаниях, что бы она ни задумала. У нее нет ни одного провала за все время ее правления. Это о чем-то, наверное, говорит. Итак, другие ритуалы на удачу и успех в делах, ее же, я опубликую позже, потому что к этому нужно подготовиться. А вот этот, естественно, дарю сейчас. Магна Беллатор. Это латынь. Он может напомнить современный латынь, но в принципе отличие есть, конечно, потому как язык деформируется, меняется, и это 13 век. Начнем. Magna Bellator, Pugnami, Spiritus Victoria, me coronent, Bravium, Magna Bellator, Ventus tollet de Victoria, Hostibus perdere mea, ego vitiosus, ego bellatore, mi rexe, omnes servi, utsite. Magna Bellator, pugna mii, spiritus victoria, me corontet,
Бровиум. Magna bellatore. Ventus. Tollet. De victoria. Hostibus. Perdere mea. Ego vitiosus. Ego bellatore. Mirexe. Omne servi. Utsiti. Когда я произношу, немного по-другому произношение происходит, потому что там есть игра звуков. Но когда набираю текст, там может быть некое отличие, очень малое. Это одно и то же, как в русском языке. Да, написано «о», произносится «а». Чтобы правильно произнести, оно отличается от основного слова. Поэтому печатный текст, если там одна буква здесь или там, волноваться не стоит. Вы можете прочитать так. В принципе, главное, чтобы вы правильно прочитали хотя бы 40% этого заговора. В основном всегда так и иностранные заговоры, чтобы 40% этого было правильно начитано, оно уже получается. Еще раз начнем. Magna bellatore, pugnami, spiritus victoria, me coronent, bravium, magna bellatore, ventus, tollet, de victoria, hostibus, perdere mea, ego vitiosus, ego bellatore, mirexe, omnes servi, utsite. И последний раз. Но вам читать нужно 13 раз, помните, да? Свечи должны догореть. Эти свечи просто выкидывайте, они не имеют значения. Красные, видимо, потому что здесь речь идет о крови, о войне крови. Ну, там физическая была война, естественно, ей надо было выиграть. Здесь у вас моральная, надеюсь, война. Magna bellatore, pugnami, spiritus victoria, me coronent, bravium, magna bellatore, ventus tollet, de victoria, hostibus, perdere mea, ego vitiosus, ego bellatore, mirexe, omnes servi, utsite. И нужно слегка пригубить вино, как бы вы с ним, ну, грубо говоря, братаетесь с этой силой. И ставите обратно. После делайте, как я вас научила. Выкиньте огарки свечей. Обычная свеча для освещения, вы можете использовать ее и дальше. И когда результат будет достигнут, а он будет достигнут, обязательно откупитесь, чтобы в следующий раз эти силы вам опять помогли. Всем удачи и спасибо душе французской волчицы. Ее так и прозвали, собственно говоря, за ее волю и силу. За то, что она оставила в истории такой замечательный ритуал, который и нам с вами пригодился. Всем удачи и побед!